Excuse me. Всем привет, my name is Vika. I'm very glad to see you on my channel, and today my husband Toля is going to join me for this video. It's going to be a little bit an unusual one because we are going to speak Russian only after this introduction in English, because Toля doesn't speak English much. Well, he understands a little bit, so he understands what I'm saying right now, but he doesn't speak much, and we are going to talk in Russian, and I'll put subtitles, so turn on subtitles for this video. We are going to answer some questions that you guys asked me under the last video about us as a couple, about us as a family, and he also didn't see any questions, so it is going to be like a surprise for him. Разблокируй, пожалуйста. Наверное, самый популярный вопрос: кем ты работаешь? Ну, раньше я работал, у меня был цветочный магазин. Потом его продали, а недавно я начал продавать детские игрушки. Это деревянные такие всякие машинки. Может быть, Вика потом фотки какие-то вставит. Вот. Но ты не сам их делаешь? Я не сам их делаю, да. Я нашел ребят, которые делают, а я их продаю на всяких платформах, типа Амазона, только русские. У нас есть Озон. Озон, да. Очень похоже на Амазон, но Озон. Следующий вопрос. Как вы познакомились? Очень длинная история. Очень длинная. Обычно Вика рассказывает. Да, я ее всегда рассказываю. Мы знали друг друга в церкви немножко, но мы как бы не общались. У нас довольно большая церковь, человек 600, и мы как бы знали, что это Вика, это Толя, но вообще никак, не пересекались. Вот. И Толя в тот период времени продавал цветы на улице, как такой, типа, уличный продавец. Вот. И как-то раз у меня было очень хорошее настроение, я гуляла по нашей центральной улице, и увидела, что он стоит, продает цветы, и с ним рядом еще его друг стоял. Я подошла, так и говорю, типа: привет, Толя, как дела, как продаешь, как настроение? Вот, и мы стали чуть-чуть стоять, разговаривать, но Толя мне задавал очень странные вопросы, и, в принципе, он смотрел на меня очень странно. Я спрашивал, как ее муж, когда они будут петь песни. Да, вообще какие-то не впопад, и он еще спрашивал очень тихо, видимо, потому что он понимал, что что-то он не то спрашивает, а я отвечала очень тихо, потому что я тоже понимала, что он что-то не то спрашивает. И, это был максимально странный разговор. Потом оказалось, что спустя пару дней у нас есть соцсеть ВКонтакте, называется, это типа как Facebook. Вот, и он мне там нашел меня и написал, что он меня перепутал с другой девушкой из другой церкви, которая замужем, которая поет, в общем, все такое. Вот. Это было очень неловко, но мне было так смешно на самом деле, потому что это был самый неловкий разговор в моей жизни, наверное. И, в общем, он мне объяснил, что он меня перепутал, мы посмеялись над этим, и он меня позвал на молитвенную группу. Ну да, типа на домашнюю группу. Что вы нашли в друг друге, почему решили быть вместе, и как вы поняли, что другой человек тот самый? Мне понравилось, что ты очень ответственна, вот, что ты заботлива, и что я видел, что ты любишь Бога, и что у тебя есть искреннее желание узнавать Его, и какие-то активности в церкви тебя никак не смущали, и тебе, наоборот, было интересно, и ты хотела все больше и больше участвовать там. Не надо плакать. Я вообще очень сентиментальная, и каждый раз, когда происходит что-то милое, я всегда плачу. Я вообще не верю, что есть такое понятие, как тот самый, потому что, я считаю, что вообще, мы, как люди, можем, грубо говоря, быть с кем угодно, просто какие-то люди подходят тебе больше по характеру, ты им больше по характеру, и вам легче как-то понимать друг друга, жить вместе. Мне очень понравилась его жизнерадостность. Мне кажется, это, наверное, основное качество, которое меня очень сильно зацепило и, как-то привлекло. Многие из вас пишут в комментариях, я постоянно получаю комментарии, что Толя все время улыбается. И на самом деле это реально так. В жизни он реально все время улыбается. Но я не дурак. Ну, не все время. Мне еще очень понравилось, как он ко мне относился.
Вот, мне кажется, это тоже очень важно, чувствуешь, что тебя действительно любят, вот, и я это почувствовала практически сразу, поэтому вот, мы, в общем, решили быть вместе. А еще он очень терпеливый и терпит все мои закидоны. Хотя их не так много. Да, да, все мое плохое настроение, да, все терпит. Вопрос лично к тебе. Откуда ты, где ты вырос? Ну, я вообще родился в Хабаровске. Это Дальний Восток России, там, где Владивосток. Загуглите. Я включу карту. Вот. Но мы там жили недолго с мамой, потом она перевезла меня в Биробиджан. Это очень маленький город рядом с Китаем. Никогда никто не слышал в России, поэтому, думаю, вы не слышали его тем более. Там прожил до 18 лет, а потом переехал в Санкт-Петербург, а оттуда в Краснодар, а оттуда в Тулу, а оттуда обратно в Краснодар. Спойлер. В каком городе мы живем и планируем ли мы переехать за город? Видимо, после видоса про прекрасную природу. Да. Мы живем сейчас в городе Тула, и Толя уже проспойлерил, что мы собираемся в конце лета возвращаться обратно в Краснодар. Мы там жили вот перед тем, как познакомились. Я туда тоже переехала после школы, он переехал туда из Санкт-Петербурга по своим делам. Вот, и мы там познакомились, мы там поженились, там родилась Агата, и вот до зимы вот этой последней мы жили там, а сейчас перебрались в Тулу, потому что я вообще сама из Тулы, и вся моя семья, все мои родственники живут здесь. И после локдауна мы решили переехать на какое-то время, побыть поближе к ним, вот, как-то соскучились. Очень хотим переехать за город, но, к сожалению, в России за город не такой приятный, наверное, как привыкли в Европе люди видеть или в Америке. У нас очень много деревень, и они все такие немножко заброшенные. Ну, они очень плохо благоустроены в плане инфраструктуры, дорог, в плане самих домов, вот. Ну, как бы есть, я думаю, места, где получше, но обычно это дорогие какие-то коттеджные поселки, в которых, ну, такие более дорогие дома, вот. А обычные деревни, ну, там как бы довольно грустно, я бы сказала. И, в принципе, мне кажется, сейчас нам, как бы, не знаю, немножко сложно думать о переезде за город, потому что это нужно как-то покупать дом, машина нужна, у нас нет машины, и у Толи нет прав, и у меня тоже нет прав. Поэтому пока что это все немножко сложно, но мы бы хотели. Мы бы очень хотели. Хотели бы мы уехать из России, раз уж пошла дискуссия про деревни российские. Мне кажется, мы оба сомневаемся. Мы хотим, но при этом не хотим. Ну, мне кажется, если бы мы были чаще за границей, ну, как бы я была несколько раз за границей, Толя не был, вот, и мне кажется, если бы мы чаще ездили, нам было бы легче понять, хотим мы действительно или не хотим, потому что в целом нам особо не с чем сравнить, как бы мы полноценно жили только в России, и много чего в России мне лично нравится, вот. Ну, тебе тоже, наверное. Да. Много чего нам нравится, вот, поэтому я не могу сказать, что Россия ужасная, и мы бы хотели прям переехать. Нет, это хорошая страна, это хорошее место, чтобы жить, вот, как бы, может быть, где-то лучше, вот, но нам пока мы не можем сравнить, поэтому мы не знаем точно, хотели бы мы или нет. Да. Но, я думаю, хотели бы попробовать в любом случае, потому что, мне кажется, опыт интересный пожить в другой стране, в другом месте. Даже если не понравится, всегда есть возможность вернуться. Да, всегда можно вернуться, и, в принципе, мне кажется, это, ну, как бы интересно было бы. Вот. Может быть, где-то нам бы больше понравилось, чем здесь. Были ли мы в Штатах и хотели бы мы их посетить? Да, в Штатах мы не были, но посетить мы очень хотим. Во-первых, у меня там родственники живут, у меня там мама, 2 брата, и плюс я хотел еще, может быть, поступить учиться туда. Если даст Бог, у нас получится, то мы съездим обязательно. Да, мы очень хотели поехать либо как в туристическую поездку увидеться с его семьей, либо уже там для учебы, для чего-то такого. Там еще спрашивали, какие штаты мы хотели бы посетить.
Ну, Сиэтл придется. Вашингтон. Штат. Нам придется посетить. Это мои родственники. Да, там вся его семья живет. Я бы хотел побывать, в Орегоне, Портланд. Ну это рядышком. Да. Там очень красивые леса и города прикольные. В Калифорнии у нас друзья тоже живут, поэтому Да. в Калифорнию хотели бы. Ну, в принципе, это такая достопримечательность Да. уже. Я бы очень хотела побывать на восточной части, там вот где Нью-Йорк, Бостон, вот эта вот сторона. Я очень хочу побывать в Чикаго. Чикаго. Что ты думаешь о моем минималистичном образе жизни? Но я думаю, что это прикольно. Почему бы и нет? Но мне всегда кажется, что это так грустно из-за того, что всегда у тебя не хватает вещей. Потому что постоянно вот это, ты вроде бы тебе нравится, ты довольна, но через какое-то время начинается мне ничего одеть, у меня пятно, все грязное. Да, я не очень аккуратная, и у меня еще не особо хватает времени, чтобы ходить по магазинам, чтобы покупать вещи. И часто у меня вещи какие-то выходят из строя, и мне получается, что мне нечего надеть, потому что у меня что-то сломалось, или там испачкалось, или что-то нужно постирать. Вот. И обычно я раздражаюсь в такие моменты, и Толе это не нравится. Также из этой же серии ругаемся ли мы о том, чтобы оставлять какие-то вещи или выкидывать вот, в плане минималистичного образа жизни, и минималист ли ты? Мы вообще не ругаемся. У нас бывают небольшие споры больше, чем ругательства, потому что прям вот до ругани ни разу не доходило. Обычно Вика настаивает, чтобы выкинуть все, а я что-нибудь ухватываю, говорю, это будет у меня, это мое, мне очень надо. Я очень люблю эту вещь. Меня связывает с ней вся моя жизнь. И туда Вика соглашается. Мне кажется, из-за того, что Толя очень терпеливый, каждый раз, когда у меня какое-то раздражение или плохое настроение, а это случается часто, он очень легко это переносит, и это не переходит в какой-то конфликт. То есть максимум я могу походить, побубнить, вот, побухтеть на всех, вот, и все. Или мы можем, если, какой-то такой спорный момент, мы обычно просто обсуждаем, мы можем чуть раздраженно обсудить, но обычно это очень быстро мы все решаем вопрос. Если Толя хочет что-то оставить для себя, я никогда не настаиваю на том, чтобы что-то выкинуть. В плане... Ну ты не минималист. Нет. Как мы справляемся с родительством, когда только один из нас минималист? Но мне кажется, я больше отвечаю за Агатины вещи, тебе вообще... За Агатины вещи только ты отвечаешь. Да, то есть я отвечаю за все ее игрушки, за... как-то мы не договаривались, это, естественно, как-то произошло. То есть я выбираю ей вещи, игрушки, все, что ей нужно, вот. И если мне что-то не нужно, не нравится, я это куда-то выкидываю, вот. Или просто не покупаю, потому что Толе вообще все равно, чем Агата пользуется, мне кажется. Играет и играет. Да, поэтому у нее не так много игрушек, вещей, но я стараюсь не сильно на нее свой минималистичный образ жизни накладывать. То есть у нее все равно, мне кажется, больше вещей, чем у меня. И я все равно покупаю ей какие-то игрушки, чтобы ей было с чем играть, было что делать. Вот, поэтому... Пока что это не так важно, пока она слишком маленькая. И вот когда она подрастет, мне кажется, тогда будет уже понятно, нравится ей что-то, не нравится. Да, когда она подрастет, она, конечно, сама будет все выбирать. Вот. Пока что ей вообще все равно, что она с пакетиками играет, там, с коробками, Может быть, не быть вообще игрушек. Мы вот приехали, она здесь играет с этими маленькими гелями для душа, и они ей больше нравятся, чем ее игрушки. Мы привезли ее игрушки с собой, да, но все время, пока мы здесь, она играет с гелями для душа и с веником и совком. Тут небольшой веник с совком, она обожает их просто, она весь день с ними бегает, надо купить такие же домой нам. Было несколько вопросов про материнство, но я хочу их перевести в формат просто родительства общего, гендерно-нейтрального, потому что мы все-таки вдвоем, да. Как вам родительство и сильно ли оно отличается от представлений? Я примерно так и представлял себе родительство. Но у тебя было много племянников. У меня просто, много племянников, с которыми я присматривал, за которыми. Но я думал, что больше времени будет свободного, если честно. Я всегда думал, что намного проще ездить с детьми или еще что-то, что все просто утрируют, когда говорят, что очень тяжело с ребенком. Но оказалось, путешествовать больше всего тяжело вот куда-то выехать или пойти что-то делать, потому что
всегда подстраиваешься под расписание ребенка, а не под свое. Мне кажется, еще из-за того, что у нас машины нет, Ну, чуть-чуть наверное, сложнее, потому что нам приходится еще под общественный транспорт подстраиваться, с ребенком сложнее, ну, типа, искать место, где ей поспать, вот, переодеть ее, ну, как бы покормить. От моих представлений довольно сильно отличается, потому что у меня практически не было никаких, наверное, представлений конкретных. У меня есть младший брат, но я была тоже маленькая, у нас не такая большая разница в возрасте. А кроме него у нас нет в семье никаких маленьких детей. И, в принципе, у моих друзей тоже особо не было детей. Вот до того, как я родила Агату, у нас тоже с ними маленькая разница по времени получилась. Вот, то есть у меня не было опыта как бы с маленькими детьми, времяпрепровождения практически вообще. Вот. Я думала, что будет легче. Реально очень тяжело, эмоционально очень тяжело. Физически тоже устаешь очень сильно. Ты себе, получается, не принадлежишь. Следующий вопрос. Изменились ли ваши отношения после рождения Агаты? Я думаю, да. Наверное, да. А как? Наверное, я не знаю, в лучшую или в худшую сторону, просто изменились. Просто стало меньше времени для нас. Теперь больше ценно оно, вот, потому что теперь есть время, когда Агата спит, там либо вечером, либо днем, и хочется побыть вместе, ну, лично для меня, не знаю, мне хочется именно там совместно чай попить или еще что-то. Мне кажется, раньше все было чуть по приколу, а теперь как-то больше ответственности. Серьезно, ответственно, да. Больше уже прям, типа, мы семья. Потому что раньше мы просто, ну, как бы был вот этот период, даже после свадьбы, он все равно как будто ты просто встречаешься. Вот такое ощущение, как будто ты просто вместе. Мы там что-то раз, типа, захотели, поехали куда-то, походили, посмотрели. Да, а сейчас как-то уже больше вопросов, а как мы будем дальше жить, а что мы будем дальше делать, а как там обогатить нам в будущем, ну, какие планы, вот как-то больше серьезных вопросов поднялось, потому что раньше реально все было по фану, а теперь, ну, как-то теперь тоже по фану, но более серьезно. Какая была самая большая помощь от Толи после рождения Агаты? И если распределить день, примерно сколько каждый из вас проводит времени с Агатой сейчас? Какая самая большая помощь? Никакой. Ну, мне было не тяжело, потому что Агата все время спала и ела. Как бы мне сейчас намного тяжелее с ней эмоционально. И физически, когда она в возрасте такого вот типа тоддлера, вот, тогда она особо ничего не делала, но Толя все время работал. То есть я целый день была с Агатой одна, просто как бы она спала, ела, я одна с ней, вот. И ночью тоже Толя спал, я как бы об Агате заботилась. Вот. Но после того, как он продал в магазин, все довольно сильно изменилось, потому что он стал практически все время проводить дома. И сейчас, я думаю, как минимум примерно поровну мы распределяем как бы время с Агатой. В некоторые дни Толя проводит с ней намного больше времени, потому что я работаю, как бы его работа не занимает практически никакого времени, вот то, что он продает как бы игрушки в онлайн-магазинах. А моя работа на Ютубе занимает очень много времени, вот, поэтому сейчас, мне кажется, даже Толя больше с Агатой проводит, чем я. Именно поэтому я решила, ну, как бы вот эти вопросы, они были о материнстве, но я их как бы перевела в формат родительства, потому что, ну, мне кажется, мы как-то полноценные оба родители, и я не могу сказать, что Толя как бы помогает с Агатой. Он как бы просто с Агатой, как папа. Вот. Я просто с ней как мама, и мы оба очень много времени с ней проводим. Ходите ли вы на какие-то занятия с Агатой? Встречаетесь ли с какими-то другими семьями, с детьми? Я хотела найти для нее какие-то занятия интересные, вот, но пока что мы проводим с ней время больше как семья. Дома, в принципе, мы очень много времени проводим вот в каких-то поездочках небольших, просто гуляем на улице, то ли 2 раза в день с ней гуляет. Вот, то есть утром с ней гуляет несколько часов, днем гуляем несколько часов. Вот, и мы всегда практически берем ее с собой, если мы идем в гости, если мы идем в какие-то кафе, на какие-то мероприятия, в музей. Она всегда с нами, потому что, ну, как бы особо не с кем ее оставить, и, в принципе, она нам, ну, как бы не мешает, мне кажется, с ней даже прикольно. Ну да.
Вот, и поэтому я думаю, что вот это время, когда она просто с нами все исследует, как бы сейчас ей интересно абсолютно все, потому что для нее все новое. Вот, и я думаю, это более чем достаточно для нее, как бы она и так слишком много энергии тратит, просто бегая в округе. И изучая, Да, каждого жучка. Она еще очень социальный ребенок, ей всегда интереснее человек, чем какие-то игрушки. Я хотела бы дать ей какие-то занятия, просто чтобы у нее было еще больше вот этого вот общения с людьми, раз ей так нравится, как бы, чтобы у нее было больше возможностей. Но она и так много общается, то есть... Я постоянно хожу куда-то, то есть мы либо в кафе, либо еще где-то, Да. и там есть, либо другие дети приходят еще туда же, либо чаще взрослые, Со она с взрослыми ними она тоже любит общается, играются, а все ее обожают везде, поэтому что она очень милая. В плане каких-то традиционных школ или систем... Традиционные школы я лично не очень люблю. Не знаю, как Вика, но Я не... Да. Ну, в России... садик мы точно не отдадим. В России чуть-чуть, немножко отличаются школы и детские садики как бы по своей вообще атмосфере, потому что намного больше давления на детей, все по правилам, больше упор на какое-то такое интеллектуальное развитие, то есть дети чаще всего просто сидят и занимаются там, либо пишут, либо рисуют, либо что-то такое, вот. И я помню сама, я в детстве не любила садик, вот, потому что там постоянно заставляли есть, спать, что-то делать, что мне не нравилось, там какие-то занятия, рисование, там еще что-то. Вот, и, сейчас, мне кажется, этим намного лучше, как бы воспитатели более добрые, мне кажется, более квалифицированные, чем раньше, потому что, когда я была маленькая, конечно, воспитатели, я не скажу, что были добрые, вот, и в школе тоже очень большое давление эмоциональное на детей за оценки, учителя сами постоянно давят, ругаются, вот, постоянно ругаются. И я помню, что я была все время, на стрессе на таком в школе. Я еще очень ответственный человек, постоянно переживала за свои оценки, вот, и очень много нервов это съедает, поэтому, в садик мы не планируем ее отдавать, потому что мы оба работаем из дома, и я считаю, что нет особого смысла. Да, во-первых, потому что платные садики это дорого, а бесплатные, я не хочу. Я не хочу, не знаю. Занятия классно, пусть она там общается с детьми, с разными, там изучает что-то интересное, а вот именно садик на целый день, я чисто... Конечно, если бы мы работали где-то, на полный день, да. Естественно, нам бы пришлось нужно было бы, да, в детский садик ее отдавать. Вот, но так как нам не нужно, мы не считаем нужным. Вот, а в плане социальных контактов, я считаю, и более чем достаточно, и особенно если мы какие-нибудь занятия будем ходить, где будут ее более-менее сверстники, то вообще более чем достаточно. Мы еще, у нас очень часто гости просто приходят, и многие из них с детьми тоже, поэтому, я думаю, вполне хватает. Монтессори система мне очень нравится, вот, у нас не так много монтессори, всяких садиков, школ. Вот. В плане именно школы, когда она постарше уже будет, мы пока что еще думаем, что делать, потому что тоже традиционная школа, я вообще не хочу ее туда отдавать, мне кажется, что... Я очень хочу на домашнее обучение. Мне кажется, что просто там, во-первых, не очень качественное образование, потому что просто заставляют зубрить детей информацию и слишком много эмоционального давления. Да, мы думаем про, два варианта. Вот у нас есть либо домашнее обучение, вот, либо частная школа небольшая, вот, в которой за детьми нормально смотрят, заботятся по-доброму. Вот, и в которой упор больше на личные качества, чем на какую оценку ты получишь. Вот. Поэтому пока что мы еще думаем, пока она маленькая. Я просто... Мне тоже нравится идея домашнего обучения, но я переживаю, что я не потяну организационно вот это вот все, заниматься постоянно, подготавливать вот эти материалы, и особенно если еще дети будут, я не знаю, я пока не уверена в своих силах, вот, потому что хочется, чтобы у нее все-таки было качественное образование, и мне хочется, чтобы у нее была возможность контактировать с разными людьми, пока она вот очень активно это делает. Я не знаю, как она будет себя чувствовать, когда вырастет, конечно, может быть, она тоже будет больше такая сама в себе, но пока по тенденции.
по тенденции она очень хочет общаться с разными. Да. Поэтому будем смотреть, мне кажется, по ней больше и по нашим силам, как пойдет. Из большой ли мы семьи? Часто ли вы видитесь с родственниками? Я из большой семьи. У меня еще 2 брата и 2 сестры. Да, 25. Да, нас 5, я последний в семье, но видимся мы с ними не часто, потому что у меня большая разница в возрасте с ними. И они все очень далеко. У меня 2 брата, они в Америке, 2 сестры, они одна в Питере, одна под Питером, там в Карелии. Братьев я не видел больше 10 лет точно. Ну да, с одной из его сестер мы виделись, когда у нас был медовый месяц, да, после свадьбы мы были в Питере, и мы увиделись с ней. Мама в Америке, с мамой поддерживаем связь более часто. С мамой да. часто, получается, увидеться, она приезжает каждый год в Россию. Вот, поэтому... Из-за пандемии в прошлом году не приезжала, но в этом году должна прилететь. Я бы сказала, маленькой семьи. У меня младший брат есть, и есть две двоюродных сестры. Вот, то есть, получается, еще тетя, и мама, папа, и бабушка с дедушкой еще живы. Да, Агата. Тирин-тирин, кто проснулся? Кто проснулся? Сладкий пирожочек. Ромашка. Так, следующий вопрос. Хотим ли мы еще детей? Самое время. Да, мы хотим. Да, мы бы хотели, конечно, детей, если Господь даст. Лучшее воспоминание вместе, совместное воспоминание. Я думаю, это первая поездка наша, все-таки, которая была на Розу Хутор. Мне больше всего запомнилось. Да, это было в наш, можно так сказать, медовый месяц. Мы сразу после свадьбы поехали на где-то дня 4 на Розу Хутор. Это горнолыжный курорт здесь в России, на юге. Вот. И это было очень здорово первый раз вместе куда-то поехать. То ли еще первый раз в отеле, получается, ночевал. Вот. И это было прям очень круто. Вот. Я тоже очень часто вспоминаю ее. Следующий вопрос. Если бы мы могли поужинать с 4 любыми людьми, неважно, живыми или мертвыми, кто бы это был? Давай, ты первая. Я первая? Я думаю, что это, наверное, был бы Лев Толстой и Николай II. Николай II — это последний русский царь. Мне было бы интересно спросить у него, если бы он, конечно, захотел бы со мной вообще разговаривать, спросить у него, что он думает по поводу революции, как это вообще все происходит, почему. Вот. И я бы очень хотела поговорить со своей бабушкой до того, как у нее случился инсульт. Вот. Я бы хотела провести с ней время, потому что сейчас она не разговаривает практически после инсульта, и я очень скучаю по ней, прежней. Вот. И я бы еще хотела покушать со своими бабушкой и дедушкой, которые уже умерли, к сожалению. Я бы хотел поужинать с апостолом Павлом. Я думаю, еще с доктором Спролом, богословом, Августином Блаженным и и Толкиан, как я забыл. Как я мог забыть про него? И последний вопрос, самый главный, который... Так. Я люблю тебя. Нет, самый главный вопрос заключался в том, знаешь ли ты, что они все думают, что ты выглядишь как русский Джеймс Бонд. Ты говорил, но я забыл. Да, я ему говорила, что вы писали такие комментарии, он очень смеялся на самом деле. Очень приятно, спасибо. Подписывайтесь, ставьте Нет, лайк, всё, колокольчик. хватит. Они уже подписаны. Да, и так гладишь меня. Agatha really wanted to go away from here, so they went away. Sorry if I didn't include your question. There were quite a lot of them, and I think I could miss some. But anyway, thank you a lot for your questions. I'm so glad you asked so many of them. It was really nice. Thank you a lot. And I hope to see you in my next video. Bye bye.